29 января Республика Иран подверглась нападению боевых израильских дронов. Они нанесли удар как по военной инфраструктуре, так и по нефтеперерабатывающему предприятию. Ранее израильский президент Ицхак Герцог призвал Евросоюз бороться с Ираном как с проявлениями сил тьмы на земле. Он заявил, что Иран посягает не просто на гражданские права и свободы внутри своей страны, но и вообще угрожает существованию человечества на основании того, что разрабатывает ядерную программу. Его призыв был обращен как к странам Европы, так и к Соединенным Штатам Америки. Ответом Ирана на атаку дронов и яркую антиисламистскую речь израильского президента стала запись крутого видоса. Да, вы не ослышались, доблестные исламские революционеры решили снять видос о возможностях своей армии. Так они решили ответить сионистскому образованию. Именно так в Иране называют Израиль. Там все как надо. Военные в солнцезащитных черных очках здороваются с портретами лидеров исламской революции, ракеты, танки, катера. В общем, вся военная мощь Исламской Республики показана в одном ролике. С содержанием этого нечто вы можете ознакомиться в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Ну что же было дальше? На 1,5 месяца эта история замерла. Но, к сожалению, на днях она вновь дала о себе знать. На совместной пресс-конференции Министерства оборонных дел Азербайджана и Израиля израильский министр обороны Элин Коэн заявил: Израиль и Азербайджан сформируют совместный фронт против Ирана. Его коллега это никак не прокомментировал, а значит, молчание повисло в воздухе. Все ранее сказанное было прелюдией. А теперь начнется секс. Как вы знаете или не знаете, более полугода назад я переехал жить в Армению. И, честно говоря, прикипел к этой стране. Очень хочу содействовать ее развитию и процветанию. А вот кризис на Ближнем Востоке может существенно осложнить или, напротив, улучшить положение дел в Армении, если в Армении усилятся реваншистские настроения и ура-патриотические силы попытаются разыграть карту армяно-иранского союза. Такого развития ситуации ни в коем случае допускать нельзя, ибо этот шаг сулит для Армении сворачиванием всей евроинтеграционной деятельности, которая развернулась в последние годы. Реакция Москвы может оказаться непредсказуемой. Россия сохраняет существенное военное присутствие в Армении. Для Путина что Алиев, что Пашинян являются стратегическими союзниками, но неизвестно, на кого в этой ситуации он сделает ставку. Следовательно, я вполне допускаю, что в случае выдвижения вооруженных сил Армении с целью вернуть контроль над территориями, которые были отторгнуты в ходе войны 2020 года, российские военные будут вынуждены их остановить, мотивируя это тезисом «остановим войну между союзниками». По моему субъективному мнению, Армения должна воспользоваться кризисом на Ближнем Востоке и вести в этой ситуации политику вооруженного нейтралитета. Нужно не заниматься военными авантюрами, а продолжать реформы, которые запустила революция 2018 года. Реформы, которые сейчас жизненно важны для страны. Исходя из моего опыта общения с людьми по всей Армении, взаимодействия с политиками и деятелями культуры, я пришел к выводу, что Армении как никогда нужен мир. Пусть и худой, но мир. Он необходим, чтобы довести минимальный размер оплаты труда в Ереване до $1000, создать между Турцией и Арменией диалоговую платформу. Об этой штуке я расскажу в отдельном видосе. Строить и развивать уже имеющиеся логистические хабы. Создавать дополнительные условия для российских и белорусских предпринимателей, чтобы они приезжали в Армению и открывали свой бизнес. И главным образом начать перевооружение армии. Возможно, стоит легализовать историю с ЧВК. Думаю, это будет полезно для Армении. Дать Армении 10 лет мира необходимо. Уверен, если довести эти реформы до конца, весь мир и сами армяне не узнают свою страну. Она станет не только музеем под открытым небом, как ее называют местные гиды, но и передовой экономикой всей Юго-Восточной Европы. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, нам оно крайне важно. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, следите за обновлениями. Новый ролик выйдет в очень интересной локации, которые вы еще не видели. Это был Team Wise, меня зовут Александр Самохин. До новых встреч!